Кино не будет, кончилось электричество. С какого это перепугов? Все будет. Друзья, всем огромный привет. Ну что, начинаем? Да. Тот, кто активно фигачит, тот уже достиг 40-го, там 50-го левела. Представляете? Без доната. Без доната? Без доната. Вот. Всем огромный привет на ютубе, на рутубе, на ВК. Начинаем, ребят. Все так же не хочет в чате коннектиться, да? И такой пустой чат, блин. Только ВК показывает. Бред. Райли Армстронг, привет. Муичиро, привет. Всем один большой, огромный привет, ребят. А вот, что будем делать? Делать будем два момента. Альфу и, значит, грязь и металл. Хотел сказать кровь и песок. Это что? Это другая тема. Потому что, да, не одним грязь и металл дышим. Вот. У нас много других всяких интересных вещей в игре. Но вездеход сделали добротно, да? Ну, реально. Почему? Все побросали и катаются на вездеходе. Это о чем говорит? Вообще на все просто забили, правильно? Вот, и я также, да? Но потом я понял, что не, надо за новичка-то не только на вездеходе кататься все-таки. Зачем в альфу? Нужна проволока, ребят. Надо добить эту чертову электронику, да? Вот с этого и начнем, собственно. А во второй части стрима поедем уже на болото. Стрим, как обычно, у нас идет 2 часа игрового времени. И иногда бывает 3 часа. Но это редко. В основном 2 часа. А стрим-марафон, ой, это вообще отдельная тема. Да, кстати. Блин. Это завтра будет забавный ролик, ребят. Показываю достаточно много механик всяких прикольных. Ценой своей шкурки. Не ценой своей шкурки. Короче, не пропустите завтрашний видос. Все. Ну, продолжаем экспериментировать, да, смотреть на вездеходик. Ребят, для всех паникующих, особо не соображающих, объясняю вкратце, значит, как происходит дело. Вот изначально у нас были длинные большие локации, всего одна в принципе, да, и называлась она там условно насрать как. Так? Мы по ней катались, докатались до того, что выпустили 3 локации на постоянной основе для чоппера. С вездеходом будет то же самое. Как и вот с этими модами. У нас еще появятся моды, тюрели, не тюрели, для сборки вездехода. Просто в последующих обновлениях. А пока что часики, да, они уже вам должны недвусмысленно намекнуть, ёп. Тук-тук, есть кто дома? Мы временные, у нас время идет. Блин. Ну я сейчас шучу, ребят, потому что есть вот кто вот смотрит, смотрю в книгу, вижу фигу. Блин. Ребят, временные они, временные. Колеса, ёп, не колеса. Но они обязательно придут к нам на постоянной основе. Поэтому не переживайте, все будет. Все будет, ребят. Ёлы-палы. Жорик, привет. Давид, привет. Чел, всем привет, ребят. Крутой перчик. Макс, бравирка, привет. Так, ребят, ну что, собираемся в альфу. Давненько нас там не было в этом заведении. Ну, как бы огнестрелы не лишние, да. Я не буду сегодня по событию бегать там в ближнем бою. Мне кажется, 2 ролика исчерпывающих. В одном подробно разобрали механику ближнего боя. Во втором спокойно уже за новичка бегали и зачищали, да. На данный момент, ребят, если вы играли в это событие, вы уже всегда с турелью. Всегда, если хотите. И с крюком, ёб. Почему? Повторюсь, кто играл в событие, уже все прошли. Уже все, просто угорают люди. Поэтому, блин, максимально лояльно сделано событие к игроку. Настолько, что прям вообще.
А если вы не играли, ну не играли, догоняйте. Событие еще будет длиться, обосраться сколько? Еще 11 дней вместе с сегодняшним. И чё? Йо, ребята, это вообще грязь. За это, вот грязь и металл в натуре. За это время просто все достигнут предельного левела и перешагнут, если ты играешь. Потому что с защитой вот с этой, даже без провианта, без доната, разработчики дали столько возможностей. Задрачивай, пока не обосрешься. Я это в первых сразу обзорах сказал. Сколько зачисток! Было такое? Не видели ролик? Обязательно смотрите и не пропускайте. Вот. Потому что каждый день, ёп, 3 зачистки каждого можно делать. Вы представляете, сколько очков? Пусть даже у вас там не топы будут. Короче, это понятно, да? Кто хотел, уже закончил. Кармочку дали, неплохо был. Вот, ладно, оставим пока болото в покое, да? Шут с ними. Че, давайте попробуем еще одна попытка, попытка. Попытка не пытка, блин. Пытка не попытка, блин. Че, здесь тяжко, да, тяжко. Мы прям уперлись. Смотрите, ребят, можно любого наемничка, да, сейчас вкачать. Вот какого захочу. Выбери меня, выбери меня. А я кого захочу. Но да, жестко, жестко. Видите, вот этих вот, да, универсальных нашивок. Прям все битком придется слить. Ну, по идее, вот этот парень вообще лютый. Ну, танк, ДПС сильно не при... Ладно, давайте ее. Легко пришло, легко ушло. Я долго копил. Так, и еще 11 нашивочек. Кармочка не дотягивается. Какие дальнейшие планы в развитии этой фантастической сурвивалки? В развитии вообще никаких. План ее катапультировать. Туда же, ко всем остальным, куда все пошли. Вот. Но на этот раз, как бы, ну надо заморочиться. Мне катастрофически времени не хватает заморачиваться что-то. Но по-хорошему надо. И сделать уже на чистом, свежем мыле. Чтобы можно было этот аккаунт потом банально разыграть и отдать кому-то в ручки. Да? Спайк, спасибо тебе. Да, ребят, не забывайте ставить лайки. Я не прям вот, да, вот, я не делаю в видосах, там, в стримах. Если ты поставишь лайк, мне обязательно выпадет карма наемник. Вы понимаете, это вообще, почему? Ну, зачем я такие затупляющие вещи буду? И что? И вот возьмет, не представляете, ребят, вот вы повзрослей, а ребенок на такую ерунду поведется. Ну, так в этом суть. Нет, суть не в этом. Суть в том, чтобы снять качественный, интересный контент по той теме, которой ты делаешь. А разводником заниматься, да ну нафиг. У меня есть про лайки, но они всегда в тему. Они всегда в конце, иногда где-нибудь еще в середине, я говорю, ролика. А на стримах вообще мне подписчики помогают. Вот как Спайк, да, постоянно, как Следак постоянно пишет. В общем, если вам не сложно, ребят, ваши лайки, ваши комментарии двигают ролик вверх, его легче найти. Это действительно работает. Это не просто так. Первый, второй, отлично. Не обязательно всегда что-то придумывать, писать. И Рен, спасибо тебе огромное в очередной раз за поддержку, за донат, за огромный донат такие. И за первый донат на стриме. Привет, Харди, удачного стрима. Я до события с вездеходом вообще не могу добраться. Времени совсем не хватает. Я абсолютно понимаю это и абсолютно согласен. Вот на моем основном персонаже, ребят, не хочу показывать, позорить, какой там левел. Его там нет, этого левела. Почему? Да вот это чудище ее бесящее занимает время. Понимаете? И чё? Играем как успеваем. Да? Ну конечно, чё париться-то? Ёп, чё корову что ли проигрываем? Это раз и два. Повторюсь, это временное событие, обкат. После этого обката мы уже вступим в постоянную. И это будут новые болота. Новые болота, как вы поняли, и я это понял, они будут большие. Не будет маленьких болот, будут большие. И там мы будем таранить, крюком дергать. Короче, это будет обнова вообще вот просто еще выше на голову, чем вот это, как я понимаю. Разработчики, мы не виноваты, разработчики сами подняли планку до таких высот, да? А мы что? А мы ждем. Как наемники, я думаю, это вообще будет третья обнова, ребят. Третья.
То есть вторая обнова будут болото, робособака, а наемнички аж третья, ближе уже к Новому году. Попытаемся. Поехали. Андрей, привет. Палестинец, привет. У тебя никнейм, конечно. Ты думаешь, это смешно? Я реально. Чего ты реально, ёп? Чувак, вот вообще, да? Блин, какими-то такими серьезными вещами шутить в интернете. Естественно, вам никто ничего не сделает. Ну ёп, какие-то вот морали-то надо соблюдать. Чувак, поменяй имя. Тебя как зовут? Петя, Вася? Никнейм в игре у тебя какой? Что-нибудь адекватное напиши, если тебе не сложно. Сделай дяде одолжение, ну честное слово. Почему? Понимаешь, в чем прикол? Приходят всякие муа-муа-бу-га-га и убегают со стрима. И поэтому у нас на стриме не 1000. И кричат, фу, душнило, там еще какая-нибудь фигня. А я тебе больше скажу. А я не собираюсь, значит, общим тенденциям интернета подчиняться ради того, чтобы было больше просмотров. И быть таким веселым там, и на все насрать, на все морали, да? Ну вот. Не собираюсь? Нет, не собираюсь. Какие-то серьезные вещи, играя в игру, мы не затрагиваем. У нас не политический канал, не там еще какую-то направленность. Мы выживаем в мобильной выживалке. И что? И я думаю, из этого поля не надо выходить-то. Вот что. Кстати, ребят, кто-то мне написал такой прикольный, ну, что значит прикольный, серьезный такой комментарий в этом телеге. Я тебе обязательно отвечу. Просто сегодня, ну, никак я не мог. Я тебе обязательно отвечу. Я прочитал твой коммент, пока не ответил. Чё? Кто? Кто эти ребята все? Я не понимаю, ребята, бесите меня. Мы же мы вывезли. Ну почему они прибежали-то сейчас? Все, последние 2 снайпера. Вот это, блин, толпа. Нифига, мы не вывезли, ребят. Вот эта толпа, вот они были последние. На последней секунде мне прибегает последняя пачка. О чем это говорит? Разворачиваемся и уходим. Вот это о чем говорит, ёп. 31 пауэр, да? Вот здесь 40 пауэр, и то, ёп, легче справиться. А здесь 36. Ну, давайте попытка не пытка, пытка не попытка, да? Вот это попробуем сделать, ребят. Как? Вот сюда карму поставим, она точно вывезет, потому что у нее ворот теперь космический, эпический. А вот сюда поставим снайпера, будем надеяться, он выдержит. Евгений. Женя, спасибо тебе огромное за поддержку, за донат. Удачного стрима. Спасибо. Фу ты, ёп. Что, блин? Вот тебя сюда, а танка вот сюда. Танк убегает с задней линии, ему ничего не отнимает вот эта шляпа, да? Ничего, 5%, сколько там? 5% каждые 3 секунды, это мощно. Очень мощно. Санчес, привет. Мужчина, если ты не понял, кому я тираду про никнейм сказал, на Рутюбе, если тебе не сложно. Подозреваю, что у тебя юный возраст, и ты вот шутишь такими вещами, лезешь туда, куда вот просто, ну, блин, ну не лезь просто и все. Почему? Ну а зачем тебе это надо? Подрастешь, потом уже начнешь понимать. И давай сменим тему, да? Главное сейчас, ребята, чтобы выдержал мой танк. В смысле снайпер. Вроде держится парень, да? Да, мочи! Мочи! Ой-ой-ой-ой! Ай-яй-яй-яй-яй! Ёп, все убили. Если его убьют, мы все пропали. Все. Эти 2 никчемности не отнимают. Блин. Стоять ему в этой луже с говном или на первую линию его тогда ставить. На первой линии он не вывезет вообще. Как только баррикада падет, у него нет никакого уворота, он не настолько крут. Вон, видите, кармочка? Смотрите, 2 длинных говноеда ее мутузят. Она держится, молодец. 50-го левела здесь уже должна быть она между делом. Ничего. Будет 50-го, она вообще будет стойко стоять.
Ну, блин, я не знаю, короче. Чё? Мы с пулеметика своего, ёп, не отнимаем. Понимаете, чё? А должны. Гараж нужен следующего уровня. Вот так вот. А чё, делаю? Я делаю его, ребят. Но опять же, можно заходить каждый час там перезаряжать дерево, ёп, и уже гараж был бы, да? Но я этого не делаю. Блин, танк хорошо раскачан под полтос. Как раз то, что надо. Смотрите, держит как удар. Ничего себе, толпа-то. Все, давайте завязывать эту жвачку, тянуть. Это бесполезно, мы не победим. Он не справится один с нашим обоссанным пулеметом. Мы не отнимаем. Но посмотреть надо было. А чё там? А вот что там, смотрите. Соточка, так. Это 10, десятка, 22. Серьезно. 8. Прикиньте, 8, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой. А, не 8, 18. 18 DSP осталось. Блин, это, короче, очень мало. Это прям вот буквально вот, да, не успеете сказать оп, и мы уже все. И мы уже полностью. Видар, спасибо тебе огромное за постоянную поддержку. За очередной донат и поддержку. Привет всем, приятного стрима. Блюдо ради опыта не стоит? Почему не стоит? Ребят, вот эта новая механика с блюдами, это вообще круто. Очень даже стоит ее использовать. Вот когда ты только-только начал играть, если ты умудрился построить кухонную плиту, повышение экспинга очень даже круто. Вот. Увеличивает опыт, получаемый за убийство зомби. Берем это, берем обязательно лекаря, шмекаря, всех говноедов. И чё? И идем в какую-нибудь альфу паровозики водить. Во! Очень даже стоит. Так, чё там? Блин, не помню, вроде там вот этого не было, да? Вот это нам еще надо. Нам нужна проволока, ребят. Это что? Это фулл зачистка, грубо говоря. Но мы разделим на глазок, скажем так. Чтобы еще успеть на болото прокатиться, да? Но опять же, повторюсь, без фанатизма, ребят. Уже много болот было, да? И на стримах, и ролики. Блюдо стоит того. Блин, ребят, рыбные рецепты, блюдо на опыт, очень даже. А блюдо на защиту, повышение защиты, это вообще имба. Вот сюда. Делаем много блюд, берем шипы и лещами начинаем ее проходить, данное заведение. Это, пожалуй, самая дикость в моем понимании. Куда блюдо? Ну и третье блюдо — рейды. Дальше продолжаем. Для рыбалки редкая рыба, да? Четвертое, уже 4 актуальных блюда, которых прям заранее готовишь, и у тебя стак там лежит, не стак. Блин, во. Это, повторюсь, это новая механика в Last Day. Ее, ёб, не хватало 4 года. Блин, мы долго ждали этого. Ну, кто играл? Большинство уже ушли из игры, честное слово. Кто ждал, да? Не дождались. Джанас, привет. Чувак, блин, вот слушай, уважаемый палестинец, ты из Палестины? Я удаляю тебе комментарий. Поменяй, пожалуйста, имя. Почему? Потому, если я, значит, снимаю игры компьютерные, это же не значит, что я какой-то там ненормальный человек. Ты понимаешь, что? Я тебе объяснил, ты не хочешь меня понимать. Смотри, я тебя заблокирую. Поменяй имя, которое у тебя, ее в реальной жизни. Как тебя зовут? Да? Ну или никнейм игровой, если он у тебя не такой же, или там, я не знаю, Адольф, там еще что-нибудь подобное. У нас есть такие, да, чудики. Они когда прибегали на стрим, я их вообще моментально блокировал. Почему? Ну это другая тема. Это еще одна тема. И некоторые ребятишки думают, что это нормально. А я считаю, если ты сосиску пожарил на вечном огне, значит, родителей надо срочно за 2 ноздри и объяснить им, как деткам, чтобы им это было оскорбительно, чтобы им было стыдно. А тебе назначить, значит, работ где-нибудь месяца на 2, чтобы ты вылизывал все в парках культуры, включая вечный огонь. А то и подольше, чтобы ты понял ее, да?
и уяснил, что так делать не надо. Когда ты этого может даже не произойти. Но вот физически, чтоб ты понял. Вот. Вот так и ты. Ты по другой теме, короче, да? Ну, не делай так. Давай, меняй имя. Следующее твое сообщение я тебя блокирую, если ты никнейм не поменяешь. Так, ребят, смотрим. Пароли от бункера Альфа. Вот, карту уже переделали, ребят, да? Кстати, забыл поздравить победителей. Да, победители у нас по розыгрышу уже были, ребят. И чё? Двое прислали, один не прислал. Я от тебя жду, чтобы ты прислал свой ID, дружок. Женского пола ты, мужского, не имеет значения. Ты выживший, ты подписчик канала, я надеюсь. И что? Молодой принц. Там вроде парень. Молодой принц. Не будет ID, ладно. Я переизбираю другого победителя. Там дела, заботы, работы. Ребят, я жду больше суток. Уже 2, уже второй день. Сегодня вечером будет новый победитель, скорее всего. Почему? Ну, потому что человек просто забил. Короче, да? Вот, забил на то, что он выиграл. Не проверяет, он не смотрит. Хотя приходит оповещение, что вы победили. Это раз. И 2. Я вам пишу, ребята. Я вам пишу, гадать не надо. Че, смотрю пароли, блин. 28, 77, 673. 77. Тьфу, ёп. Принять, готово, поехали. Всем привет. Поселил подарочного кота, он нигде не отображается, поддержка не отвечает, я расстроен. HTG. Смотри, ты из игры, правильно? Ты можешь из игры писать. Ребят, когда вы можете писать из игры, это все, это 100% попадание. Не переживайте, вам ответит поддержка. Нажимаем вот сюда, нажимаем слово поддержка. И найдите там что-то там, нашел баг в игре. Вот эту. А вы не баг нашли, у вас просто косяк какой-то или еще какой-то. Не проходит платеж там. Нашел баг в игре, работает на 100%. Это в приоритете. Блинчики. Вот. Нашел баг в игре, все. И туда уже объясняешь свою проблему, пишешь. Если прикрепишь скрин, то ты по, значит, шкале, как быстро примут тебя, еще выше будешь. Ты в первых будешь людях, кого проверит техподдержка. Всем всегда все выдают, ребят. Не переживайте, реально. Нет причин для паники. Иногда быстрее, иногда медленней. В период выхода обновлений медленней. Ну, то есть, блин, ну чисто по логике, да? Но факт остается фактом, ребят. Все получают. Это я вам стопудово говорю. Сколько я уже играю в эту игру. Ёлпалы. Да столько не играют вообще в игры. Ни в такие, ни в другие. Поддержка работает. То есть, понимаете, компания большая, и это волшебно. Ёп, я вот честно, вот знаете, вот как вот ты привыкаешь к комфорту, допустим, ты катаешься на, ну, условно, там, Mercedes, BMW. Ёп, ты на Жигули не пересядешь. Ты привык, чтобы у тебя жопе мягко, когда жарко, кондей, когда холодно, подогрев. И все, включая руль, расположение, все... Вот то же самое и, значит, качественная игра. Вот ты поиграй в Last Day. Ёп, я уже на меньшее не согласен. По качеству, значит, графики, обработки этих всяких новых обнов, там, то, что ты олд и тебе недостаточно, да я такой же. Я это понимаю, это другая история. Но суть в чем? И качество техподдержки, что она вообще есть, эта техподдержка. Понимаете? Есть очень много проектов, которые я снимал, они классные, но там ее просто физически нет техподдержки. Почему? Ну, наверное, потому что нужен кэш и дополнительные люди. Дополнительные люди — это кэш. Блин, и чё, все, компания маленькая, и нету этого человека, который занимается. У Кефира, я так понимаю, там целая армия техподдержки, целый колл-центр, кто занимается разбором этих штук. Поэтому, ребят, просто в масштабах такой огроменной игры
Надо понимать, что мы играем не ты да я, да мы с тобой. Это как, знаете, на стриме иногда приходит человек, да, сидит он там на какой-то площадке, не на ютубе. И он считает, что, о, нас 20 человек. Не, нас не 20. А что ты не отвечаешь, что ты игноришь? Нас так мало, и ты не видишь, что ли? Нет, просто проблема в том, что нас больше, чем ты да я, да мы с тобой. Вот так и техподдержка, ребят. 100 миллионов скачки. И чё? Ну ёп, когда ты пишешь, пишет еще 10, 20, 40, 50 тысяч человек. Надо понимать, что надо время обработать эти все запросы. 8, спасибо тебе огромное за поддержку в очередной раз. Вот скажи мне, честный человек, сырная, мексиканская или классическая? Блин, у нас ребенок любит, значит, сырную и классическую. А я бы, наверное, выбрал мексиканскую. Хотя он недавно попробовал остренького, ему дали попробовать. Ходил и пил воды. И потом ссать бегал по личке. Короче, ну, блин. Я бы... Мексиканская это острая? Наверное, мексиканская 8. Давай остановимся на мексиканской. Мне больше нравится острая. Блин, ну большинству мужчин на планете Земля нравится острая, да? Почему? Я не знаю почему. Почему мы так устроены? Я не вижу в этом ничего плохого. Блин. Но так это, да, это есть правда. Сегодня забрал бесконечный 1К нашива Генезис, каймановую ферму. Завтра заберу экстракторы серы. Капец, красавчик. Поздравляю. Да, ребят, повторюсь, очень-очень сделали лайтово событие, чтобы прям вот кто играет, все забрал. Играете и заберете. Даже если у вас низкий старт, я думаю, вы еще успеете все забрать. Я гранаты не взял, да? Давайте тогда сделаем следующий шаг, ребят. Чтобы я туда-сюда, ёп, не переворачивал все это говно, да? Сделаем вот так. Это здесь мы ломаем. И вот так, да? Так. А теперь кверху все поднимаем, да, все остальное. Печка, как думаешь, имба, что мне кот приносит 14 кварца на 2 ранге, когда я даже бурелома не победил? Блин. Слушай, бурелом обижается, когда его называют буреломом. Ну, это да, это можно, если хочешь, а чё нет? Чё его не постебать? А нет, я уже перечислял топ, значит. Ребят, я не считаю это топом. Но, по-хорошему и по-большому, все, что мы выбиваем с котов, это все, ёб, до последней капли имба. Надо понимать, что раньше этого не было. Это новая механика. Поэтому любое говно, которое вам выпало, это уже топ. Вот как я считаю. Чё б тебе не выпало. Это просто дополнительная халява. И кто-то вот, я помню, писали, так они же рыбы много едят. Так в том-то и дело, что они не едят много рыбы за то, что они приносят. Один раз там покатался, ящиков налутал, и все, и готово. И рыбы тебе этой хватит, и будет на пассиве котейка тебе таскать. Поэтому чё б вам не выпало, ребят. Просто выбирайте по надобности, да, что вам лично надо. А что мне надо? А я не знаю, что тебе лично надо. То и выбирай. Ну, я считаю, эта механика сама по себе очень крутая. А вот сказать, допустим, она запоздалая. Олды. Для вас и для меня она запоздалая. Без Б. Но вы понимаете, этого не могло произойти сразу. Даже у такой мощной компании, как Кефир. Почему? Блин, ну потому... Как обычно запускается проект? Запускают, значит, 2 уровня. И в процессе разработки, да, игра работает, приносит. Чик-чик-чик, реинвестирование стандартное в 30%. И так проект дышит.
живет, развивается и становится таким, какой он сейчас. Это чуть-чуть за финансы. Ну так ёп, оно же все связано. За финансы, не за финансы. То есть вот. Поэтому Last Day не мог быть сразу таким, какой он сейчас. Но какой он сейчас, это, конечно, уже совсем другая игра. Включая вот эту вот фишку с котиками, вообще просто огонь. То есть это другие вариации развития, другие шаги, другие пути. Все тот же Last Day, но другие варианты появляются, да, для развития. Мне кажется, это классно. Вопрос с олдами остается открытым. Ну и что теперь? Да, без Б. Я уже делился, сегодня не в настроении фантазировать. И чё? Я уже говорил, вот такие механики, которые олдов могут удержать. Ну ладно, про самую амбициозную скажу, которую Кефир не сделает. Если б я был, я бы сделал. Почему? А я знаю, что это работает, ёп. Я видел миллионы людей, которые просто пищали от этой механики. То есть это проверенная временем тема. Не что-то новое. Что? Полное обнуление ее персонажа. По твоей собственной воле. Да я что, дурак полностью персонажа обнулить? И еще как. И еще как обнулишь, если это под красивым соусом поддать. И чё? И вот тебе и мотивация. Так это надоест. Все в этой жизни надоест. Но подобные механики не надоедают, ёб, годами еще потом задрачивать с первого левела, прокачивать персонажа. Вот просто вдумайтесь. Ты бывалый, ты всю игру прошел. Тебе как минимум 2-3 раза будет интересно это сделать. Кто-то будет прям до упора идти, это естественно, единицы. Но большинству как минимум 1, 2, а то и 3 раза сделать прокачку заново с первого левела. Но ты же не с нуля. Твой-то персонаж, твой опыт игровой, все при тебе, дом при тебе, все при тебе. Плюс с какими-то бонусами за этот такой жесткий прикол. И чё? Вот и таким образом я бы вернул, значит, олдов. Но не новым персонажем, как в создании в кратере. Ни в коем случае. Новый персонаж — это совсем другая песня. Таких людей единицы, которым нравится без конца и края начинать все с нуля. Не. Когда не растет. Жорик растет. Не по дням, а по часам. Время летит, а дети растут. А мы тоже растем. Вширь и вниз. Блин. Да? Путь воды. Ну, то есть путь жизни. Вначале старшие, значит, защищают младших. Потом младшие старших. Ну и все остальное, да? Крышки у кошки, если выпали, я считаю, это дичь. Опять же, тут надо поиграть, тут надо понять, как тяжело они достаются. То событие, когда появляется и каждый игрок без доната может 10 тысяч крышек заработать, это вообще просто, блин, как Новый год в Last Day. Что за событие? Ну вы поняли, да, про какое я? Так, спокойно, да, не кипишуем, не дергаемся. Мы это делали уже 1 000 000 раз. Всем привет, Кокосик, привет. У меня батарея для дрона кот носит. Во, батарея для дрона — это тоже шикарная награда, потому что, ёб, достается она только-только, да? Только в избранном месте, в одном, в транспортном хабе, в единственном, ёб, ящике. А, допустим, она юзабельная? Она юзабельная, ёб, это дрон. Если у тебя будет много батарей для дрона, ты будешь с дроном всегда бегать. Если ты будешь с ним всегда бегать, ты будешь сильней. Насколько? Ровно настолько, насколько раскачан твой дрон. А потенциал дрона я уже показывал, ребят. Он, ёб, очень, он не безграничный, но он очень жесткий. То есть дрона до такого можно раскочегарить, что он сам лично зачищает все локации, всех боссов. И это происходит, ёб, быстро. Самое это интересное, что он не просто может, он может и быстро. Были бы батареи на дронах.
Крышки, ну крышки это крышки, да. Крышки опять же тоже сопряжены с дроном, связаны. Если будут крышки, будет легче собрать этого топ-дрона. И многие другие вещи за крышки, да, делаются. Дом твой, кирпичный, металлический, стальной ее, тоже крышки. Куда легче за крышки забирать ее в комнату. 2 раза нервно нажал, потому что не прожал сразу, да. Лучше 2 раза нажать, чем обкакаться и заново бегать тут, ёп. Здесь вообще экономить не очень-то надо, да, ребят? Главное проводить паровоз, потому что каждый раз, когда ты будешь тут помирать, это все, ёп. Трата времени просто. Ну и что поделаешь, согласен. Я вот недавно, значит, в другой игре, в гриме там помер, ёп, столько времени просрал впустую. А что делать? За вот этого парня тоже мы падали и не раз, когда я этого не хотел. В этом суть игры. Если не будет этого, то интереса играть не будет вообще. Будет просто такой некий кликер. От А до Ю, ёп. Прошел все буквы и забыл. А это не то. Мы другие игры играем. Нам надо бегать по этим буквам. Туда-сюда, ёп. И вот так вот, чтобы было бесконечно. Гримар, привет. Вот вдумайтесь, и вы чуть-чуть. Вы еще много людей донать в эту игру. А вы думаете, у кого-то будет интерес играть, если обнулят акт? Евгений, ты вообще ни черта не догнал. Женечка, ну почему ты меня так плохо слушал? Во-первых, ты сам это сделаешь. Разработчикам делать ничего не надо. Не сделаю, да сделаешь. Вот если бы сделали такую механику, ёп, ты в первых людях, кто удалил бы свой аккаунт. Ребята, речь не про удаление аккаунта, а про обнуление с 209 на 1 левел. Левел кап сделал, круг. И что делается, когда ты становишься 1 левела? Тебе разблокируется доступ в уникальную локацию. Тебе накидывается какая-нибудь вот сюда вот звезда. И чё? Я утрирую. Но ты будешь выделяться из всех 100 миллионов. Потому что ты тот, кто с этой звездой. 2 смерти. 2 левел капа. 2 звезды. 3 звезды. Эти звезды, допустим, добавляют +1 там к скорости бега. Или скорости атаки 0,1. Ну и повторюсь, еще можно какую-нибудь уникальную локацию. Небольшую, но только для избранных. Но так по факту, вот эти звезды с добавлением параметров, да? И чё? Не будет игроков, которые это будут делать? Да еще как будут. Самые преданные фанаты будут в первых числах, потому что это круто. Это как раз в такой многопользовательской штуке выделяет тебя из толпы так, что до тебя, ёб, не дотянуться. Это как раньше вездеход был. Только у избранных он. А тут вообще вот такая штука. Я же не говорю про удаление аккаунта. Ёп, ребят. Блин, слушайте внимательно, прежде чем писать выводы какие-то. Это очень крутая механика. Это не я ее придумал, ребят. Допустим, уровень, можно еще шмот какой-нибудь. Да, да. Ну, к примеру, вот этот шмот не могут носить неизбранные, только избранные. И чё? Да и в чем проблема-то вообще? Он уже есть. Есть вот эти иконочки, остается только придумать, как он там прорисовывается. Ребят, в плане прорисовки у нас скинчиков сколько в игре? Это не проблема вообще. У разработчиков достаточно сил, чтобы сделать миллионы этих экипировок. И чё? Ну вот, еще добавить экипировку, которую могут носить только, значит, такие красавчики, ранговые такие парни, да? Девочки и мальчики. Ну и многие другие приколюхи можно, чтобы мотивировать. Но тут важно другое. Важно то, что это долгая песня. И для олдов, которые топы, это огонь. Вот. Вот знаете, как кнопочка перелететь ее в эту
как ее, перелететь в этот, скажите, и я скажу. За стену, да? Ёп, в кратер. Вот такая же кнопочка, нажал и пошла жара. Мне кажется, это круто. Это есть такие в играх. Не помню, как называется. Не Fallout, а... Есть такая игра, она очень популярна когда-то была, прям вообще. Там вот перерождение, да? Ты стареешь, постарел, у тебя сын, и ты за него уже. Ну, какая-то такая вот фишка. А еще, ребят, Lineage. Есть такая ММО. И там была вот эта штука. И когда она была введена, это был вообще просто эпик. Да. Все стремились как можно быстрее достигнуть этого левелкапа, чтобы переключиться на второй круг. А за ним, ёб, третий круг, блин. Ну ладно, все, оставим. Вот есть... Не, я просто вот Женя вообще не догнал, да, я о чем? Так нечестно, я задонатил, зачем мне удалять аккаунт? Да кто тебе его удаляет? Это кнопка добровольная. И это не удаление аккаунта, я о другом вообще. Еще где-то, наверное, подобные были такие механики. Крутая штука, крутая. Я же сейчас про олдов, ребят. Понимаете, вот среди нас сейчас на стриме нету очень много олдов. Почему? Они пришли, покатались на вездеходе, и все. И все. Проект разрастается дальше, его шлифуют, его вылизывают, он уже, ну, очень крутой. Для новичков, для среднячков, для тех, кто еще не достиг всего в игре. Проблема остается, скажем так, ну, опять же, это не проблема, да? Что значит проблема? Это в наших головах. Но олдом, да, олдом скучновато. Какой минимальный сет для новичка Бореал без доната? А тут ты понимаешь, в чем прикол? Хоть новичок, хоть старичок, все одинаково. Тебе по любасу на Бореала нужен вот этот комплект брони. Там кто-нибудь сумничает, начнет тебе какие-то варианты рассказывать. Я все варианты знаю, но это все фигня полнейшая. Да, протестено уже все вдоль и поперек подписчиками канала Печка ТВ. А это большое количество людей. И чё? Выход только один. Этот комплект брони. Делать что-то слабее, какие-то дополнительные обкасты. Так только олды могут поугарать. Поэтому вот тебе минимальный. Шерстяная усиленная броня. Все. Факел, ракетница и вперед из песни. Страшненько. Можно 2 ракетницы, 3, поменьше факелов. И вперед из песни. А лучше всего гайдик мой посмотри. И будешь ты этого Бореала рвать просто. В хвост и в гриву гонять его будешь. Посмотри гайд мой. И будешь ты этого Бореала вообще. Или вот этого новичка. У этого новичка есть плейлист. Включаешь его и вот так быстро туда, где я начал собирать катер и охотился на Бореала. Этих киллов Бореала вот за этого персонажа тьма тьмущая. В записи. Че пьешь? Кофе. Кофе без сахара. Просто черный кофе. Ну, бывает с сахаром пью, но редко. А когда что-то вот совсем прям, да, я чувствую, что-то это, организм, короче, сдает, ёп. Стареем, Джон. Тогда я кофе не пью. У меня прям отказывается организм от него. А что тогда? Чай. Чай пью. Просто черный чай. Могу даже с сахаринкой. А еще что? А я все вообще употребляю. Но все в меру. Без фанатизма, опять же, да? Ограничивать себя скучно. Может быть. Но это нормально, короче. Блин. Все правильно говоришь. Я покатался 2 раза, закинул слитки металла 1 раз, запустил буровую и все. 8, ну... И вот кто-нибудь скажет: 8, спасибо тебе в очередной раз за поддержку, за донат. Забыл, кстати, поблагодарить в начале стрима. Ребят, огромное спасибо, кто продолжает поддерживать через Бусти. Вот, Виктор и все остальные, да, кто покупает подписку, ну, тем самым просто поддерживает. Опять же, повторюсь, если у вас будут какие-то предложения, кто уже в VIP-чате, вы напишите. И я постараюсь реализовать, да.
по випу. Я прям готов, да, вот просто взять на телефон, я помню, давно предлагали, и сделать парочку записей. Ответь, что ты думаешь об этом в мире, о том, о сём. Вот. Жорик, я Ол, детство 2018. Ну, смотрите, ребят, вот суть в чем. Сказать, ну, это конкретно только вот этому игроку 8. Нет, это процент. Понимаете? Вот смотрите на 8 не как на человека, а как на процент. Что есть определенное количество людей вот с таким же мнением. Ну, что, это правда. Так, всего 11 алюминиевой проволоки. Ребята, это обосраться как мало. Мало? Мало. Идем на 2 этаж. Магомед, слушай, я уверен, у них есть эта идея и многие другие. У них этих идей ты... Ну, блин, 100 миллионов скачек, Магомед, ты представляешь? 100 миллионов скачек. Ничего. У них же есть креативный отдел, такой отдел. Вот они занимаются именно этим. То есть в чем прикол? Ребят, блин, компания Кефир, это обосраться. Она просто в голове не поместится у большинства людей. И я считаю, у меня тоже не помещается весь масштаб компании. Но это не 50 человек. Это, ёб, гораздо больше. Гораздо. И все идеи, все есть, все обрабатывается, все отрабатывается, да? И Рен, спасибо тебе огромное в очередной раз за поддержку, за донат. Я хоть и не олд, но мне бы такая тема зашла. И дело даже не выделяться, а в возможности идти дальше. Не в бровь, а в глаз. Красиво сказали. В возможности идти дальше. Не стоять, топтаться на месте, а возможность топать дальше. Наравне с новичками, но только не с новичками. Если ты новичок 5-го левела, а я олд 5-го, я уже на шаг впереди тебя. Но возможность дать такую, чтобы мы могли идти, а не упереться в стенку. Согласен, вот это самое главное. Про хомячка, про цель, да, мы уже говорили. Вот хомячок бежит в лабиринте, что им движет? Кусочек сыра, ёб, им движет, конечно же. Ну, я не хомячок, я не хочу себя... Самокритика это вообще отлично. Все мы в какой-то мере хомячки, которые бежим в этом лабиринте за кусочек сыра. Блин. Вот, и чё? Ну и вот. Ребят, вот смотрите, видите крестик? А его нет, ёб, как суслик в кине. Видишь суслика, а он есть. А знаете это почему? Вот кто-нибудь скажет, не, нифига не из-за этого. На 99% это из-за новой механики вездехода и всего, что было добавлено. Почему? Ну потому что так устроен мир игр. Добавляешь какую-то лютую штуку, жди непонятно где вылетит баг. Маленький, большой, средний. Где-то как кто-то с чем-то конфликтует, и вот такой прикол получается. Харди, а пробная батарея мода на дрон крутая? Не, говно. И вообще батареи там раз-два я обосрался с этими батареями. Ну то есть, там не батареи главное в дрончике-то. Там надо именно вот, да, пули выбивать. Бронебойные, зажигательные и какие еще? Какие там еще пули? С кровотечением вообще не юзабельные. Вот, пули надо выбивать. Ну и бум-палку или диверсант, да. Есть еще там дикарь, не дикарь. Я еще их не выбил, потому что начал новичка развивать, да, ребят? И не зря начал. Вам понравилось, и это круто. В данный момент уже не новичок. Че? Все, я готов его удалять и нового персонажа начинать. Серьезно? Конечно, ребят. Я бы знал, вот как хорошо все-таки запустить голосовалку, чтобы могли реально поучаствовать вот все, кто смотрит канал Печка ТВ. Уже бы запустил. Я пока не понимаю. Кто-то видит, кто-то не видит, и это получается как не очень. Че, опять? Ну а че нет-то, ёб? Не опять, а снова.
тут же фишка в чем? В контенте, вы понимаете, ребят? Когда я новичка начинаю. Куда мой делся персонаж? Делся куда-то мой чарик, за которого я играю, которого вы сейчас не видите, но я за него играю. Никуда он не делся. У меня есть персонаж, я никого не начинал нового, никого не удалял. А это, а это контент, ребят. Контент. А кто-то читает чат. Важный попугай. Важный попугай. Блин. Прикольный у тебя никнейм. Я читаю чат, но я как успеваю читаю чат. На Бусти ролики раньше выходят. Рейли Армстронг. Я сейчас реально не успеваю. В роликах опять назад я вернул таймлайны. Это очень классная, удобная штука. И чё, добавилось еще описание. И чё, и еще шот-ролики. На основе видосов, которые выходят. И все, и привет. Я просто не успеваю заливать ролики на Бусти ранний доступ. И как с этим бороться? Не знаю, ребят, пока не придумал. Придумал, уже бы реализовал. Я вот пытался найти среди подписчиков, значит, а не хочешь попробовать шот-ролики делать? Ну, конечно, если это рублем мотивировать, совсем другое. Но вот... А на добровольных началах нет желающих. Не осуждаю. Максимум понимания, 0 осуждения. А тот, кто вызывается, очень быстро сливается. Почему? Ну, как вот, да, там... Слушай, чувак, я тебе вообще говорил, все, я уже тебя готов, значит, заблокировать. Но я, значит, пойду на понимание. А ты откуда родом? Ответь мне. Ты говоришь на чисто классном русском. Откуда ты родом? Если тебе не сложно. Не хочешь, не отвечай, тогда я тебя просто заблокирую. А вот если ответишь, тогда я сейчас подумаю, блокировать тебя или нет. Ты не догнал, да, вообще? Я тебе о чем? Ты просто не понял. Так бывает. Когда два человека друг друга не понимают, да, непонятка возникла. И чё? Блин, беда происходит. Тут важно, да, найти точки соприкосновения. И когда люди друг друга понимают, это хорошо. Тогда люди это люди. Вот. Обезьяны друг друга никогда не поймут. Потому что обезьяны. А люди-то всегда поймут. И вот я просто единственное пытаюсь... Блин, вот просто если бы я мог чуть отвлечься и пригласить тебя в Телеграм и там пообщаться. Ну или по телефону, да. Но я не хочу ни время тратить, и его нет этого времени. А к чему тогда твой ник такой, а? Скажи мне. Че ты докопался? Блин, вот уже выходит докопался, да? То есть ты понимаешь, что, парень, ты меня ставишь каким-то вообще... Ты меня уже поставил в положение, что я какой-то идиот докопался. А я не могу тебе нормально объяснить и всем объяснить, в чем прикол. Но я утрирую, да? И я, значит, придумал пример очень яркий. К нам приходил некий... Со свастикой, со всеми делами. Что мы делаем? Блокируем таких дебилов, естественно, сразу. Это проблема мамы с папой. Почему они не объяснили, что это не смешно. И вот каждый раз, когда какая-то острая вещь в мире происходит, еще порождаются вот такие вот никнеймы и такие люди. Они находят это смешным. Лазить под псевдонимами каких-то личностей. Плохих там, неплохих, известных. Какие-то ситуации разбирать, значит. Но у меня канал посвящен играм, и мы выживаем. И мне лично не прикольно, что ты вот там, я в поддержку. Это как это ты вот так в поддержку? Как это ее поддержит и поможет хоть кому-то? Поэтому, блин,
Чувак, до свидания. Ты можешь на меня обижаться, сколько влезет. Я тебя на канале пока не блокирую, только в чате в этом. О, новая функция на Рутубе, ребят. В чате заблокировать. Чё, да нафиг, да? Вот вообще, ёп. Я не понимаю этого. Бред полный. Полное безумие, ёп. А еще есть подоплека, да, в подобных ситуациях. Когда человек прячется в интернете, скрывает свою личность. Адрес это одно дело. Личность, вот, ёб, моя личность. Я ничего не... А когда вот приходят на стрим люди, и у них какие-то... Блин, ребят, ну сколько вот, 9 лет уже каналу, да? Уже, ёб, 10-й год, скоро 10 будет. Ты чё? Сколько было забаненных негодяев, которые прячутся под другими никнеймами, они пытаются обманывать. Многие, не все, опять же, я не ставлю ярлыки. Но большинство, они пытаются обманывать, кидать, они со временем пишут гадости, оскорбления. То есть, по любасу, если вот ты не какой-то игровой никнейм используешь, а ты шкеришься, это капец, ты шкеришься. Реально. И вероятность того, что ты сделаешь какую-то гадость, очень-очень большая. Как показывает уже практика, а не просто я от балды беру. Поэтому мне лично... Тут надо меня просто взять и понять, да? Понять и простить. Блин. Мне не нравятся люди, которые скрываются. У тебя ни игрового никнейма, ничего вообще. Ты какой-то непонятный ее, вот непонятно кто. Одно дело, там, ты всегда используешь какое-то имя, оно везде у тебя. В игре такое, везде такое, да? А другое дело, вот, короче, блин. Я надеюсь, вы меня поняли, ребята. Чуть-чуть, да, утянули меня в офф-топ стрёмный вообще. Почему стрёмный? Блин, такие вещи они грузят. А цель стрима вас не грузить ни в коем случае. Ну ладно, все, я его забанил в чате пока. Давайте сменим тему, ребят. Тему никнеймов, да, и картиночек маленьких. Ну, там, последнее скажу, вот такой момент, да. У нас, значит, в чате запрещено, что, свинское поведение. Оскорблять кого-то там. Использовать там родственников, ну просто оскорблять в целом. И чё? Бывают, приходят такие умные грамотеи, а я ему ничего не писал. А у него стикер. И на стикере пошел. Что мы делаем с такими? Блокируем сразу. Объяснять ему, ты чё перед тобой дебилы что ли или что? Я ему ничего не писал. Мы когда-то даже с такими общались чуть-чуть. А это что ты сделал? Не, я никого не посылал. Ну как-то ее, по вот это что? А это просто стикер. Это просто стикер. Угу, понятно. Блинчики. Ничего. Ну, такие шутники у нас в бану летают. Вечный. Без вариантов. Неуважение участников чата. Не дай бог администрации, которая свое драгоценное время просто так тратит, чтобы была чистота, удалять всякие там в чате там рекламы непонятные, какие-то темнилы прибегают, пытаются, да, куда-то детей уводить. И что, мы им не даем, мы их блокируем. Вот. Но при этом надо же понимать, что человек, администратор, тратит драгоценное время на это. И когда ты выказываешь неуважение администрации проекта, ёб, тебе прямая дорога в бан без вариантов. Ты заскочил, поугарал, пописал, убежал. А модер, блин, заходит, и он не угорает, он проверяет, смотрит. Ну, блин, ребят, вы чё? На всех площадках мал-мальски, которые развиты, железобетонное есть правило. Неуважение к администрации, блок. Все. Без каких-то... А давай разберемся, админ. Никто не будет с тобой разбираться. Ты уже все показал. Алексей 66, привет. Ну, я могу, кстати, понять. У меня раньше был ник не очень. Вованчик, так я же нежно прошу, ты понимаешь. А когда меня игнорируют, тогда уже все, до свидания. Вся история. Опять же, ты на эту тему хочешь пообщаться, я с тобой пообщаюсь, когда время найдется. Но не на стримах
по игре Last Day, а где-нибудь там в телеге, еще где-нибудь. Так, ребят, ну что, у нас буквально 5 минут и нам на болото. Блин, мало проволоки нафармил, катастрофически мало. Исламчик нету. Блин, наверное, ты уже ушел, Покедова. Ребят, вот, блин, я не буду объяснять вам вот этот момент, да, я единственное скажу, а дальше сам пусть каждый додумывает. Чувак, значит, родом, блин, казак, родом из, блин, не помню, какой город у него. И чё? И он бегает под ником Палестинец. И чё? Все. Дальше тему не продолжаем. Я попросил, поменяй имя, пожалуйста. Что ты кому пытаешься этим доказать, кому ты ее помогаешь, это бред полный. Иди где-нибудь в других местах, тусуйся, кричи, агитации, там, кричалки. Но так, по факту, это просто бестолковщина, что ты в данный момент делаешь. Все, он меня проигнорировал. Я его пока заблокировал не на канале, а просто в чате удалил. Дальше будет на канале. Так, ну что, продолжаем. Чтобы взять еще добыть алюминий, надо дальше идти, ребят. Но мы не можем. Но мы можем убить слепого охотника, и в топ-ящике вроде бы дают. Вроде бы дают, ребят. Проволоку. Я не помню. Кто помнит, в топ-ящике за красные талоны дают проволоку? Если дают, тогда слепыша идем рвать. Если не дают, то фиг с ним. И только что забирал ящики, а я не смотрел. Дают точно, да, ребят? Дают. Все, бежим. Блин, надо? Конечно. Мы ради вот этой вот золотой штуки здесь. Все остальное говно неинтересно. Мне именно вот эту штуку-дрюку надо. Так, разрушитель есть. Это, блин, брони нету. Да ты что, серьезно, наверх подниматься? Ёб, как ты меня бесишь, а? Ты почему так, а? Блин. Комплект брони надо, ребят. Пойдемте наверх. Меня заблокировали, что ли? Блин, вот это вот такая тема, да, у молодых выживальщиков. Чё за суета? Чекаво, чекаво. Как тебя могут заблокировать, если ты в чате пишешь? Уважаемый, Анубис 3 шестерки из ада. Чё ты фигню-то несешь? Или ты сильно хочешь? Бывали, приходили ребята. Да, сделай мне больно, я спортсмен, заблокируй. Я не могу отказать. Если в моей это власти, и я могу, то когда меня подписчик просит, я делаю. Поэтому, когда меня просят, да, заблокируй меня, я блокирую, и все. И что, и заканчивается суета. Да, конечно. Быстро, четко и без вообще, без звуков. Все не так плохо, ребят. Я уж расстроилась, я думаю, что 15 проволоки ее подняли, что за фигня, что так мало. Вот еще проволочка. И там пятнашка, 26 подняли, да? Хватает? Блин, вроде хватает, ребят. Ну давайте, ладно, сделаем слепого, откроем топ-ящик, если уж пошла, да? Такая жара. Да вот, дают проволоку. Ладно, что, мы пришли, давайте сделаем это, да, ребят? Дают. Там 2, как бензин, короче. Чем хуже ящик, тем меньше. Игорь, Дэну сколько сейчас? Дэну? Дани? 7-й годик пошел. Последний год, а дальше у нас уже все это, да? Первоклашка будет. Стоять. Куда собрался-то? Терминатор засушенный. Я тебе просто писал. Слушай, вот если ты думаешь, меня заблокировали или не заблокировали, знаешь, я тебе открою секрет, что надо делать. Надо не тираду писать фразу какую-то серьезную вообще. Мужчина тут вписался. А просто буковку, ёб, Т. Прикинь, Т. Тест. Вот так проверяют люди, работает или нет. То есть, когда меня блокируют, я вот так проверяю. А я писать вообще могу? Меня заблокировали или интернета нету? Т. Ну, либо слово тест. То есть это чисто, вот понимаешь, это вот, как тебе объяснить? Да так все люди ее мыслят. Не будет вот этого длинного супер предложения, если ты подумал о блокировке или чем-то.
ты максимально быстро проверишь любой буквой. Поэтому, блин, не надо ля-ля-фа, короче, тут наваливать мне. Все, проехали, уважаемый, блин, Анубис. Харди, будут другие игры, кроме выживалок? Важный попугай. Блин, вот я уже столько раз снимал, ну что-то как-то вообще не очень. YouTube не рекомендует их. А если вы не ставите лайки этой новой игре, ролику, там, чему-то другому, все, оно обречено на полный... Чуть не сматерился. На полный провал. Провал, да? О, хорошее слово. На полный провал. Блин. Поэтому, блин, я неохотно, да, экспериментирую. Я бывает, когда выживалки, мобилки, что-то, с удовольствием снимаю. Я вот хотел Игру престолов поснимать. Game of Thrones. Классная, прикольная. Я уже молчу про то, что многие из подписчиков, как и я, думаю, фанаты, да, Игры престолов. И чё? Она вообще ее, блин, как я только ее не пытался запускать. Ну никак не хочет. Максим, привет тебе. Максим Павленко. Не хочет, и все. И чё? Ну и вот. Ну и вот. Блин. Периодически я снимаю новинки. Я вот о чем. Ломай уже. Молодец. Умница, дочка. Садись 5. Стоять. Давай, давай, давай. Дирижабль, ёп. Тише, 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 мужчина. Что не так с вами? 3, 4, 5. Я уже говорил, что не так. Ты посиди, ёп, в этом подвале, да? Без еды, только вот эта вот тухлятина тут лежит. Тоже будешь такой агрессивный. Вот если ему свежачка бы заводили каждый день, да, в эту? Человечика. Знаешь, как, знаете, вот как вот для котейки мышонок. Он может жрать и не будет, но играться ему будет очень весело. Он же живой, он трепыхается. Ой, блин, я чуть не умер, ребят. И чё, вот представляете, этому засранцу каждый день нового выжившего бы приводили. Блин, он бы добрый был, да? Он бы не был таким злым. Он бы даже и не кидался сразу. Он бы стоял и дергался. А чё ты, чё ты, чё ты? А ты куда? Право, лево? Куда побежишь? А не сразу бы накидывался и бил. Растягивал бы удовольствие, ёлпал. Вот спустя время ему бы это поднадоело, наверное, все-таки. И он бы уже просто лениво сидел. Ты к нему заходишь, он сидит, смотрит. Ну вот, опять привели человечешку. Чё с тобой делать, человечишка? И дальше бы лежал, спал, да? Человечишка, если сильно полезет, ну тогда подойдет, башку оторвет. А так бы просто лежал, отдыхал и насрать. Под настроение, короче. А он у нас, видите, такой стабильный парень. Да. Я бы его сделал нестабильным. Кстати, ребят, между делом. Генерация рандома, да, вот это вот штуки-дрюки в играх. Блин, это сложная фигня. Реально, это прям вот капец. Это, грубо говоря, для какого-то момента надо прописывать отдельную мини-игру. Ну вот, рандомайзеры, да, рандомы. То есть именно в поведении, там, я уж молчу про то, что надо придумывать новые там анимации, там, шманимации, куча всякого говна. То есть это все, да, это все очень непросто. Просто только фантазировать. Разработчики, вот вам идея, ты. И накатал ее там все свои волшебные фантазии. Это классно, это прикольно, что ты болеешь душой, предлагаешь разумом, но это ёб вообще капец. Накатать идею легко, а вот реализовать это капец. 7 проволочки, ребят. Вот так и живем, да? Так, ну чё, скидываем ненужное. Мы столько сегодня раз поднимались сюда, что я просто не хочу делать это еще один. Поэтому скидываем все, что, ну, так себе, не очень актуально. Стоять. Вот этого парня мы здесь оставим. Блин, вообще идеально. Все поместилось, что мне надо, да?
Косточек у меня просто хоть... Да у меня всего хоть жопой жуй. Реально. А кто модератор в чате? Я модератор в чате. И еще на Блин, Рутуб. Вот кто-нибудь... Я вот сейчас скажу, кто-то начнет смеяться. Ну, ребят, в защиту, значит, нашей вот этой вот... Блин, как-то грубо, ущербно говорить. Ну, короче, блин... Площадка развивается, и она молодая. В сравнении с Ютубом, Рутуб... Молодая площадка. Ну, в защиту скажу, чуть-чуть, да? Чуть-чуть, больше не надо. И чё? Нету еще нормального функционала там для стримов, чтобы там делать там модераторов там и всего остального. То есть там очень многого нету. То, что есть уже на Ютубе. Ребят, на Ютубе тоже не сразу были, значит, кнопки стримов, назначение модераторов и т.д. и т.п. Не было сразу. Вот кто-то не был в этот момент на Ютубе. Кто-то, не знаю, недавно только родился, когда вышел Ютуб. И в 3 года вы не могли на нем быть. И чё? Очень многого функционала на Ютубе не было. Он добавился спустя время. Всему, ёб, надо время. Ну чё, нормально, да? 33 проволоки. Задача выполнена. Задача 3 тел. Игорь, извини, ты сейчас прикололся, да? Извини, ранее я писал, что ты топ, не хотел смуту наводить. Ну ладно. То есть логично предположить, значит, я не топ. Ну ладно, не топ и не топ. Меня на самом деле, когда вы пишете там топ, там еще что-то, вы меня только смущаете, ребят. Лучше не пишите. Почему? Ну потому что. Я уже говорил, да? Что в моем понимании, значит, топ блогеры, которые вот делают игровой контент. И мне до топа срать и срать. Но опять же, они красиво залезли в ПК-шные игры. Блин, там больше есть где разгуляться. Я не буду говорить там про 7 нот, как некоторые, да, там. А что делать? Всего 7 нот в музыке. Во-во-во, поэтому мы воруем, плагиатим. Не, я не буду такую фигню говорить. Очень много чего можно, значит, придумывать и делать. Даже играя в мобильные игры. Почему? Ну, в такие-то мобилки, ёлы-палы. Но, блин, все равно, мне кажется, на ПК легче. Потому что их очень много. И у них, значит, возможности у ПК игр покруче, да? Я в свое оправдание скажу. Тамаза, спасибо. Взаимно. Так, ну чё, ребят, готовы был? Сваливаем? С чувством выполненного долга. Чё, ну все? Все. Теперь остается только чуть-чуть подождать, да? Значит, завтра мне надо будет еще зарядить буквально или рекламку посмотреть. И будет последний финальный проводок. И это что? Это покорять транспортный хаб. И наконец-таки теперь ролик вышел, да, где я типа и чё, и нифига. Ящик первый открою. Дроновый ящик. А этому персонажу он нужен? Можно его, но так будем честны. Этому персонажу сейчас в первую очередь вот что надо. Вот что надо делать ему. Сюда надо вливать проволоку, сюда надо все вливать, а не дроновый ящик. Но осталось чуток, да? Поэтому надо уже дожать. А тут как дела? О, тут нормально все, тут десятку заряжаем, да? Болот у нас получится сегодня мало. Ну ничего, мы в субботу наверстаем. Я, если честно, вообще сегодня хотел за своего персонажа побегать, да? Почему? Ну там капец, полный привет, ёп. Я за него меньше сделал, чем за этого на болотах. Блин, реально отстой полный. Надо догонять, ребят. Где можно цемент добыть? Да вот здесь прям он добывается. Какие планы на завтра ластдей у меня? Слушай, у меня нет на завтра планов ластдей вообще. Почему?
Ну, потому что я, значит, буду еще монтировать ролики. Так, завтра Jurassic и Last Day выйдет. Когда я их смонтирую, значит, буду дальше заниматься постами. Потом, когда я их залью, буду заниматься оптимизацией роликов. Дай бог, где-то там под вечер будут эти планы реализовываться. И еще, что? А еще МВП. Что это значит? Не скажу. И все требует колоссального количества времени и напрягов, значит, серой коробки. И когда вот это вот сильно оно напрягается, ёп, спустя 6-7 часов такой вообще, ты такой, такой, думаешь, сейчас, ёп, все замкнет что-нибудь. Почему? Ну, потому что, да, мозговая активность, значит, она не может быть бесконечной. А иначе почему делают перерыв, когда вот учатся там? Чтобы мозг не закипел, чтобы вообще соображалка работала твоя. Поэтому не знаю, пока не планирую вообще. Пока до этого дойдет. Цемента есть чуть-чуть в лаборатории, но это фигня полная. Я уже сказал, где цемент брать. В поселении его брать надо, в поселении. А, тот цемент, который цемент. Я перепутал цемент и забыл. Асбест, да, называется? Асбест. Цемент в транспортном хабе крафтится. Там бетономешалка стоит на входе. В нее заряжаешь и крафтишь. Помните, ребята, у этого персонажа проблема была с металлами. Ёп, вообще, да? Приоритеты изменились, другие вещи делаем, и все, и не проблема. Девать некуда. Уже металлолом скоро брать перестанет. Да не, ну не так. Я буду стараться все-таки брать. Но так по факту, да, все, не влезает, блин. Вот это, да, ремонтный верстак. Что там за надпись дебильная была? Что ты хочешь от меня? Я не знаю, что я делаю, блин. Меня иногда и игра бесит, реально. Почему вы меня спрашиваете? Я понимаю, там новичок пришел, ничего не соображает. Подсказывайте ему каждый шаг. Ну тут, ёп, сурвивалка, кролик уже капец. Видавшая виды, вообще все. Все было у нее. Не надо ее спрашивать. Это что? Да это даже, блин, оскорбительно. Когда ты уже олд, тебя какую-то банальщину, да, там игра подсказывает. А, это Сьюзи прикольная, да, чувиха? Ну ладно, там простительно. Там просто прикольно лазит NPC-шка. Лазит по миру одна NPC-шка и подсказывает вам очевидные вещи, которые вы и так знаете, если вы олд. Сьюзи называют. Типа, а ты знал, что морковку можно есть? Блин, что, серьезно, что ли? Ёп, никогда бы не догадался. Вот, она подсказывает. А подсказывает какие-то прикольные механики. Блин, если ты вот прям только пришел в игру, да, стопудово Сьюзи подсказывают полезные вещи. То есть я сейчас угораю, но по факту есть что послушать у нее, да? Что экономия, что идиотин в Last Day? Смотри, зачищать, значит, бункер Альфа с копьем — это идиотизм. И вообще все делать с копьем — это идиотизм. А вот начать игру и побегать чуть-чуть с копьем до первых там монтировок, топоров, нормального какого-то оружия, клюшек там, этого говна дают новичкам, ее хоть жопой жуй. Вот это нормально. Вот тебе для сравнения, да? Что идиотизм, что... Ребят, чё? Сейчас чихну. Фу ты, ну ты, блин. Забыл я про пацанов. Репутация, моя репутация. Блин. Ладно, пускай постоят. Они нормально, они терпеливые. Они такие ждуны. Реально. Они будут ждать тебя, пока вообще не обкакаются. Так, все, поехали. А, что, куда поехали? Оружие берем. Как парень будем зачищать. Все, хватит уже. Хватит вот этого ближнего боя, ёп, и всякого другого. Можно? Конечно, можно, ребят. Самая изумительная вещь — это лекарь. В этом ролике, который был за новичка, я показал то,
чего не было за олда. Лекарь. Лекарь Вася вообще решает и разрешивает. Обказ, скорость атаки берем и мачете, катаной, да, фигачим в ближнем бою. Вот нету лекаря. Как суслик. Он есть. Надо выйти, перезайти и готово. И он появляется. Я для полной, значит, уверенности делаю еще перебежку в соседнюю локацию. Куда? Стоять. Чуть не убежал. Давайте, не знаю, вот это поможет, нет? В соседнюю локацию я обычно убегаю. И что, точно лекарь появляется. Лекарь появляется каждый час, ребят. Он появляется и стоит час. И потом опять. И потом опять. То есть, по факту, лекарь 24/7 в игре с нами. Понимаете? Вот, смотрите. 59 минут. Через 59 минут придет новый лекарь. Что это значит? Значит, он бесконечный. Вот такое новшество. И еще одно новшество. Я вскользь о нем сказал. Это то, что ты теперь выбираешь у лекаря реально то, что тебе, ёб, надо. То есть ты 100% получаешь 100% опыта каждый час. Или 140 энергии. За небольшую рекламку. И все остальные обкасты, конечно. Либо съесть, посмотреть. Все, берем обкаст. Либо обновить обкастик. Давайте сделаем одно обновление. Блин, это капец классно. Что они это спустя время все-таки сделали, да? Решили, давай вот так сделаем этого лекаря. И сделали. Это прям такая вот свобода, которая нам нужна. Я готов, я хочу посмотреть рекламу. Дайте мне его. Смотришь и забираешь. Это еще одна мелочь, да? Но которая спустя 9 лет только сделали. И вот там понятно, если ты там тролль тупорылый, конечно, они там угорают. Капец, разработчикам потребовалось 9 лет, чтобы лекаря изменить. Ну, ребят, ну что это? Не от большого ума такой фигней занимаются. Нет, просто занимались другими делами. А тут вот еще его сделали, да? Шанс найти оружие, опять же опыт. 2 обкаста не изменились. И давайте еще раз. Хоть все-таки это, не хотел я ближний бой, но я что-то понял, что ролики много кто не смотрел. Увы, ах. Которые я по ближнему бою снимал, да? А я исчерпывающую информацию снимал. Как? Стоять. Чуть-чуть чат вот так сделаем. Для чего? Ну, просто, чтобы это... Пустоту заполним. Жорик. Фикс. Нет. И амнезия. А разве не раз в 2 часа? А что, раз в 2 часа лекарь? А может и раз в 2 часа. Черт его знает. Ладно, пускай будет раз в 2 часа, ребят, да? Для предосторожности. И что? Изначально лекарь появлялся 1 раз в день. А теперь раз в 2 часа, грубо говоря. Мне кажется, это очень круто. Ну, пускай, давайте оставим. Раз в 2 часа он появляется. Ну, вроде раз в час. Болото собираю, ворота, бета, гамма. Я уже собираю. Блин, опять не выпал обкаст. Ладно, насрать, ребят, все. Обойдемся тогда без ближнего боя. А второй вариант. Разрушители кувалды не очень. Нужна скорость атаки. Все, насрать, да? Блин, то мы остаток стрима будем лекаря смотреть рекламы. Всрался он, блин, 1000 лет. Сколько времени еще будет стрим идти? 2 часа игрового времени у нас стримы идут. Вот сюда добежим вот так. А сколько он ангдшится? Не понял я тебя. Сколько он ангдшится? Откат у лекаря? Ну, 2 часа. Ну, мне кажется, каждый час он появляется. Ну, пусть будет 2 часа. Трейда модель. Да. Рейдеры простые копья не ценят. Нужны моды. И не просто моды. Нужны хорошие моды. Нужна синяя и серенькие.
А 2 синие. Ну, отлично. Выше лимита ты не поднимешься, чем есть, скажем так. Поэтому самые первые моды надо именно копье. Это самая ценная вещь. Как раз начинаешь ты с первого левела, ферму фармишь. И плюс-минус у тебя будут модификации для копья. Не для того, чтобы бегать с этим чертовым копьем. А именно, чтобы заюзать моды. Блин, ну давайте, ребят, вот попробуем, конечно. Но, блин, говорю, это полная фигня. Я уже видос снял, да, 2. Очень даже неплохо получились. Я изначально не планировал за этого персонажа идти там до какой-то каймановой фермы. Но! Чуть медь не слил. Фишка в том, что, ребят, вот котенков я хочу забрать, а это 25 левел репутации, поэтому надо дальше бомбить. Надо дальше качать, да? До 25-го-то еще срать и срать, блин. Ай-яй-яй, плюс там вот эта штука будет, да? Жорик, потихонечку. Как дела, как семья? Потихонечку. Главное, чтобы любимки не болели. Это самая дикость. Что-то я не понял. Че? Я для апгрейда взял провода. Ладно, мы в процессе, да, провода найдем. Ребят, повторюсь. Кто играл уже все. Они уже покупают вот эти крюки и тюрели. Им уже больше ничего не надо апгрейдить, модифицировать. Я именно об этом говорил в первых роликах, когда эта обнова еще даже не вышла. В первую очередь делаем вот это, и тогда у тебя будет все в чоколаде. Ты чуть-чуть поиграешь, и тебе ни черта уже не надо будет. Напокупаешься ты этих крюков. А зачем крюки-то берут? Фармят медь, сталь, бензином просто хоть жопой жуй, шестеренки. Опять же, кому надо. Есть игроки, которые вот просто со своей колокольни плюют и насрать на всех. И оставляют свои волшебные комментарии. Ребят, не надо умничать, ёб, если ты не понимаешь. Я когда, значит, ролик снимаю, я не для тебя одного снимаю, а для подписчиков канала. А нас много. Нас 135 тысяч, и среди нас есть олды, чуть-чуть не олды, но олды. И градацию олдов, ёб, штук 20. Вот так, лесенкой. Нас очень много. А включая, есть новички. И я стараюсь, значит, в ролике показывать сразу для всех. А то, что не вмещается и тебе, и ему, я разделяю и говорю. Но это чисто для олдов. Это чисто для новичков. И для новичков в этом событии крюк самое ценное. И вскрытие ящиков за крюк, ёб. Тех самых, которые не всрались на них. Мне и многим другим игрокам. Нам этот крюк покупать вообще не всрался. Но новичкам именно его надо брать. Следак, спасибо тебе огромное в очередной раз за поддержку, за донат, за постоянную поддержку. Спасибо, увидел. Звука нет. Вы понимаете? Ну, новичок же тоже до каймановой фермы. Да, но вот ящики надо новичкам вскрывать. У вас есть уникальная возможность, ёб, налутать столько ресурсов, которые вы просто вот обкакаешься ты их получать. Эти ресурсы. Крюк. Выдергиваем ящики и открываем их. Там сталь, там медь, там... Что там еще? Да там, ёб, вообще все. Там что только может не попасться на вездеход. Я, значит, аккумулятор вот недавно лутал из ящика. Кто-то писал, колесо для вездехода давали. Фиг знает. Ребят, может даже кто-то из этого ящика уже трансмиссию вытащил. Я не знаю просто. Делитесь, пишите, ребят. Трансмиссии не падали случайно вам из этих ящиков, которые на болотах разбросаны? Потому что, судя по всему, в них засунули ресурсы. Именно, да? В общем, очень крутое событие. Прям вот реально здесь поселиться, пока оно идет, новичкам. И бегать его, и фигачить по полной. Олдом классненько. Олдом много не надо, да? Чик-чик и все.
Если вы с премиумом, то, ой, ну это вообще капец. Вы бесконечно фигачите, да? Просто, что там фигачится-то? Здравствуй, Игорь. Игорь, как дела? Я тебя смотрю 5-6 классов. Ничего себе. Прям, блин, ты со мной вместе вырос. Я вырос, и ты вырос, да? Спасибо тебе за поддержку. Ну, я расту уже туда. Блин, уже не вверх. Помню твой старый канал. Сейчас я первый курс и все еще возвращаюсь в игру. Вот, блин, Аноним, спасибо тебе огромное в очередной раз за поддержку, за донат и за коммент. Ребят, вот понимаете, в чем прикол? Человек не играл долго и опять вернулся в Last Day. Почему? Ну нету лучше ничего. Ну реально. Я тоже с удовольствием бы поиграл в какую-то новинку, да, по качеству вот такую. Но нету. Нету. Они до сих пор держат пальму первенства, ребят. Вам спасибо за то, что продолжаете смотреть. Все-таки, ребят, да, каждый день, допустим, снимать новинку, там, через день, как делает Куплинов, это гораздо интереснее смотреть, чем, да? Ну, блин, вот есть романтика. Почему мы пришли в эту игру? Потому что она одна, и вот мы играем долго ее. Но в плане интереса просмотра контента, каждый день, через день что-то новое, это капец. Это совсем другая тема, да? Вот я, к примеру, привожу. Как, к примеру, Куплинов там снимает. Или максимум там сколько-то серий, там 10, может 12. А потом им новое опять. Поэтому вот, в свое оправдание скажу. Знаете, нет. Новый контент всегда показывать, новую игру, это, блин... Это тебе не вот эту снимать уже. Сколько? Поэтому вам отдельное спасибо, ребят, всем, что продолжаете поддерживать, смотреть канал. Я понимаю, когда вот пишут олды, может что-то другое, так я снимаю другое. И чё? Ну никак вообще. Подписчики канала говорят, а где Last Day? Блин. Ну было, ребята, было. Кто такое писал? Признавайтесь. Вот. И как угодить? И олдам, которым уже надоело и не хотят видеть Last Day. И тем, кто хочет видеть Last Day. Новички. Ребят, мне кажется, мы зашиваемся. Вам не кажется так? Вот я показываю идеальную сборку. Ёп, лучше невозможно придумать. Но мы зашиваемся. Поэтому, чтобы не обосраться и не потратить все в нули. А почему? Скорость атаки решает. Я уже снял ролик, посмотрите его. Как наша сурвивалка просто рвет вот этот вот. Вот этот точно будете проходить. И, ребят, здесь всего 500 очков. Ну так ты же 3 раза его зафармишь. А это уже 1500. Ты не заберешь 1500 в альфе. Ой, в гамме ее. Или в этой, блин. В бетте. Нет? Нет. Обсеришься ты в ближнем бою. А здесь можно. Но нужен лекарь. Нужна катана или мачете, ребят. Ну, либо там дрон, да. Либо еще лучше тюрель на вездеход. Просто опять же, тюрель на вездеход это и так понятная фишка. Нет. Твою ты... Нет, успел... Блин, вообще. На последней секунде. Негодяй. Ситвуд. Спасибо тебе в очередной раз за поддержку, за донат. Привет, хорошего стрима. Не хватает одной трансмиссии. Красавчик. А это тот, кто воспользовался, значит, уникальным предложением от разработчиков. И когда открыли доступ к Браво, я сказал, ребят, вообще, берите и забирайте свои вездеходы. Красавчик, Сетвуд. А еще последнюю трансмиссию вот здесь на событии возьмешь. 15 левел, если я не ошибаюсь, и спокойно ее покупаешь. Да, кто хотел, тот брал. Ну так вот, ребят, давайте вернемся к вот этой штуке. Смотрите, в чем уникальность, значит, тут. 5 всего лишь 5 деталечек. И ты забираешь свой пятихат. Олды. Начинаем с гаммы. Альфа, бета, гамма. Сразу с финалки.
Это понятно, да? Если ты олд. Почему? Да чё время ее тратить-то на это говно? Надо с гаммы начинать. А там дальше уже как время позволит. Вначале в гамме забираем, да? 4,5 косаря. А там, если время есть, еще катимся на бету и на альфу. А новички? А новички вот сюда, конечно же. Если вы будете ближний бой, допустим, плюс дрончик хоть какой-нибудь. А если ты совсем новичок, тюрель вездехода, тебе ее должно намного хватить. И чё? Блин, все рассчитано, ребят. Вот сразу, да, когда начинаешь играть, я сразу, о, капец, это, гамма читерская. Да какая она читерская? Все круто сбалансировали. Она не читерская. Ее обсеришься проходить, если ты новичок. И уж тем более там в ближнем бою, как ты ее пройдешь? Не, все четко рассчитали. Она просто для топов. Вот в чем прикол. Почему я сразу с таким восторгом про нее отзывался. Потому что я топ, и она для топов. Логично, что она мне сразу понравилась, да? Не, все классно сбалансировали. Я вот поиграл, да, побольше, и понял, что разработчики все рассчитали. Очень красиво. А еще имеет значение вот эти 5 деталей, повторюсь. 25 перезаряжается альфа. Ой, это гамма, да, финалка. 25. Это для кого? Это для тех, кто уже прогрейдил все, ёп, и все нафиг сделал по полной. Это раз. Два. Повторюсь, если вы новичок, вам вообще эти детали надо на стрелялки эти тратить, а не на апгрейды всего подряд и фарма. Это кто сезон вот это событие будет качать. Но крюком можно каждый день вытаскивать дофига всего. Реально. Тут просто разные игроки, разные цели. Разные ценности. Тут вот что надо понимать. А всех зайцев одновременно получится одним выстрелом? Нет, не получится. Если ты фигачишь как сумасшедшие события, значит ты не вскрываешь на болотах крюком эту штуку-дрюку. Тот, кто все вскрывает и все забирает, это с донатом, ребят. И да, у нас такого выбора еще не было. У нас был более плоский выбор. Но вот с этим событием разрабы дали уже многослойный такой пирог. Ты можешь его и так хавать, и так, и сяк. И кто с донатом, и без доната, ёп, вообще, и олды, и средняки. Я говорю, я сразу просто не увидел вот этого супер баланса, который сделали. Ну, круто очень сделали. Говорить, что таких событий еще не было вообще, я не буду, потому что, наверное, я что-то забыл. Но да, это событие капец. Всем угодили. Троллям не надо угождать, они ёп, не в адеквате. Постоянку, никто на них не обращает внимания. Я имею в виду всем группов игроков. Если бы я нового новичка начал, наверное, я бы вообще дошел где-нибудь там до 10 уровня события, да, а основное время мы посвятили бы вскрыванию крюков, ребят. Повторюсь, если ты новичок, тебе сталь добыть, шестеренку добыть, аккумулятор добыть, это капец, обосраться, это еще целая история. Опять же, да, кто смог, тот фармил бункер Браво, ребят. Кто зря времени не терял. А что, кстати, говорили, сюда можно заехать? Сюда разве можно заехать, ребят? Что, мне кажется, нельзя. Ну ладно, потащили. Не выделывайся. Топаем ножками. Блин. Дальше заберу сломанный двигатель. Блин, что-то вот я играл, блин, из всех нас единственный играл на Альфе и так и не понял, сломанный двигатель-то. Есть там трансмиссия внутри или нету? Может быть, нету. И чё? Блин, ну, не прикольно чуть-чуть. Но если есть, капец тогда, да, пушка.
Я честно, я что-то это не догнал, ребят. Есть трансмиссия в нем или нет? В нем в любом случае там вроде фиол мода, да, еще что-то. О чем речь? Награда, прикольная награда, да, за это событие. Нету трансмиссии. Я знаю почему. Потому что ее дали, забирать ее можно. Одну трансмиссию за событие по любасу можно получить. Ребят, кстати, кто уже крюком, как красавчик, вскрывает все подряд? Поделитесь, что вы лутали за крюк? На болотах, да, вот что лутали? Мне кажется, вообще все подряд позасовывали, то, что нужно для вездехода. Нет, у меня не идет сейчас дождь. Но дождь сейчас много где идет. Так, поехали. Медомент потихонечку. Я бы похвастался, что хорошо. Но вот я сегодня 2 часа бился вот об стену просто. В такую маленькую ерунду в коде. И чё? И никаким образом мне не мог помочь волшебный интеллект. Иногда он меня прям бесит. В большинстве случаев помогает. Иногда, ну просто капец, дебил дебилом. И чё? Я прям уже, блин, вообще, меня прям калит. Я думаю, ёп, помощник. 2 часа, больше даже, да? Ну нашел ошибку. Сам. Искусственный интеллект не смог. Я почему и говорю, да, вот детки, которые, вот, искусственный интеллект. А ты попробуй его поиспользовать. Что-то действительно стоящее делать. А не, так, нарисуй мне Вику из 11 Б. Или там, нарисуй мне Аленку или Настю. Не, это не использование ее искусственного интеллекта. И чё? И ты поймешь, что это всего лишь механизм. Если у тебя своя башка не варит, тебе этот механизм не поможет. А я, кстати, уже общался с дизайнером. С тем дизайнером, который на волне, который красавчик, который понял, что не надо бороться с ним, надо быстрее в темпе вальса учить его. Иначе я лишусь работы, как лишились те, кто уже лишились. И он в восторге. То, что он делал, он стал делать лучше, быстрее и качественней. Блин. И чё? И все у него в шоколаде. Работы только прибавилось, бабла прибавилось. Вот об этом и базар. Ну так вот. И чё? Это вернемся к вопросу. Как вообще настроение? И в результате я еще не смонтировал Last Day. Я смонтировал только Jurassic. А должен был до стрима смонтировать. Полный капец. Мозг уже не варит, это как вообще. Поэтому так вот. Так. Почему болотные зомби слабее обычных? Важный попугай, это временно. Не переживай, радуйся пока моменту. Ребят, мы все с вами бета-тестеры. Я ничего не выдумываю, мне ничего никто не говорил. Это очевидный уже факт. Мы катались на чопере, была точно такая же тема. Мы с вами тестируем в данный момент и обкатываем, так сказать, в полевых условиях вездеходик, все механики и все остальное. И чё? Ну и вот. Когда будет изменен болотный регион, будут все уже доработки, которые сейчас мы с вами находим, какие-то косяки. Включая вот, когда на вездеходе наезжаешь на зомби, да, и все, вездеход сесть нельзя. Да, завтра будет новичок. 20 тепловых датчиков вытащил на рейде. Ну, это классно, это нужная штука. Для определенного момента. То есть, это не прям капец, ёб, что ты вытащил. Но это круто, что ты их вытащил. То есть, вопрос сняли, да, сразу с тепловыми датчиками. Они нужны. Не прям капец сильная необходимость, но нужны. На определенном развитии персонажа прям все, капец, требуются эти тепловые датчики.
Да нет, ты не понял, у меня не болит голова. У меня когда голова болит, я таблеточку пью от головы. Я просто в том плане, что... капец вообще. Так, ребят, что-то я так ускорился. Ну и ладно, да. Но суть, да, простая. Зачищать, конечно. Пока ты не ворвался в защиту вышек, ни в коем случае не трать огнестрел, это бред. И потом мучиться там буровые зачищать без огнестрела. Вот, при зачистках не используй огнестрел. Фигач в ближнем боем, и будет тебе счастье. Тебя никто не торопит. Цепляй по одному, да, там и т.д. и т.п. Это потом тебя торопят, потому что, грубо говоря, есть таймер времени. Волна зомби идет по своему графику. Это и есть время ограниченное на то, чтобы убить их. Просто красивое время, ребят. Когда, знаете, циферблат, часы 1, 2, 3, 4. Это не так интересно, как... Ну вот смотрите, я делаю кувырок, ребят. Сейчас, погодите, давайте хоть осмысленно ёб его сделаем. Вот, делаю кувырок. И чё? Представляете, там отсчет был бы? 15, 14, 13. Чё попало, блин? Не атмосферно, полное говно. А у нас вот эта полосочка бежит. И чё? Вот то же самое с обороной этих, значит, буровых. Это задание на время. Без вариантов. Просто в очень интересном ключе, да, нету никакого времени. Есть волны зомби. Я, блин, недавно, значит, за своего персонажа. Что-то как-то я вышел, да, и мне так интересно. Я пошел дальше вот так бродить, кувыряться. Потом думаю, ёб, куда забрел-то чудище. И что я сделал? Логаут из игры. Я не стал бежать к вездеходу, потому что я очень далеко убежал. Кстати, вот этой дорожкой я и побежал. Можно бегать, но не нужно. Это я к чему? Не убегайте далеко от аппаратуры от нашей. Чуть-чуть буквально, да? Чик и все, и готово. Опять же, да, вот интерактивная карта. Сейчас скажу, кто ее сделал. Сейчас, ребят, 5 сек, да? Я уже в посте как бы писал. Так, Александр, это... Во, Владимир, да? Владимир ее сделал. Некий Владимир, не подписчик канала. И что, очень крутая, все без Б. Я и не пользуюсь. Уже изучил вдоль и поперек. Но поначалу, да, подобные штуки помогают. А есть игроки, которые всегда пользуются подобными картами. И им так и только так надо. Вопрос. Улучшать ли эту буровую? Смотрите, ребят. Вот так начинаем добычу и обновить. Одна сумма. Вот так обновить все та же сумма. Так все та же сумма. Естественно, в плане вот этой выгоды надо улучшать. Но если ты новичок и ты просто не вывозишь по времени, физически, зачем тебе это? Альфу фигач. И, не знаю, бету там изи. И гамму тоже изи. Все. И расходимся. Что-то типа того. То есть у тебя получается 5 зачисток в день. То есть тут надо понимать по своему времени и своим силенкам. И что, и каждый день это делать. Зачем тебе лишние ее эти детали тратить вот эти вот на улучшение дальше прогресса? Я в гайде говорил другое. Я в гайде говорил просто вот с учетом того, что ты жмешь максимум, да? Но это же ее в реальности не так все. Все не смогут сжать максимум. Я за это чудище хочу эту штуку промодифицировать. Я думаю, мы вывезем. Да и вообще как бы, да, чисто интерес. Какой? Ну, такой. Мне кажется, надо дальше это показывать. Еще пару роликов-то снять по этому событию. И на изи как-то не солидно, да? Блин.
Вот, ребят, очень, блин, ну, крутой путь, я думаю, все и так уже знают, да? Крутой путь, это значит, вот сюда заезжаем, так? Вот прям сразу ты выехал, вот так вот через машины поехал, да? Сразу заезжаем вот сюда, вот эту штуку-дрюку забираем. Дальше вот туда вниз, там у нас будет ворота, да? От ворот дальше к танку. Это прям вот 3 точки, за которые ты поднимаешь этих запчастей, не соврать, ну, 60. То есть надо ехать не к Альфе, если конкретно про запчасти говорить, а вот сюда, потому что здесь количество совсем другие. И по времени это вообще, ёб, занимает 10 минут. Я за своего персонажа примерно вот сейчас так делаю. То есть я события не прокачиваю, но запчасти по чуть-чуть фармлю, да. Самое жирное забираю, скажем так. А зачем на вездеходе трансмиссия, если она за железо и доски делается? Чё? Я не понимаю вообще, о чем ты. Попугай, я не могу тебе ответить. Убрал ты меня вообще. За какое железо, какие доски трансмиссия делается? Трансмиссия на вездеход нужна, чтобы его собрать, ёб. 10 штук надо. И чё? И это самый сложный айтем, вещь в игре. Вот здесь всегда абсолютно дают 2 ячейки. Десяточку, да, жирную десяточку. И еще сколько-то. Плюс вот в этих машинах под десятку. Вот только вот с этого говна вы поднимаете смело 30-ку. Блин, это реально. Вот эта точка, она, блин, самая вот имбовая, блин. Так, вот смотрите, ребят. Короткий путь. Вот это взяли. То есть времени нету играть у кого. Ну нету времени, к сожалению, да. Вот оно, рядом прям. Вот прям в упор, да. Сюда сразу, естественно. То есть не в Альфу едем. И тогда вы даже с минимальным игровым временем, да, будете забирать вот этих вот деталей достаточно много. И чё? Ну и спустя время накопите, и когда время будет поиграть, уже чик-чик-чик-чик все сделаете, все прогрейдите как вам надо, и уже будете конкретно, да, задрачивать, скажем так. Алмаз, спасибо тебе за поддержку, за донат. С тобой как-нибудь связывался Кефир, зато ты... Ну, конечно. Я вообще партнер, да, игры. И чё? Вот розыгрыши. И это же не я покупаю награды. Это Кефир все выделяет. Плюс стандартные поддержки партнеров. Какие? Партнеры не покупают сезоны, им Кефир покупают. Поэтому, конечно, Алмаз. Помню, даже говорили про этот рюкзак Печка ТВ, чтобы сделали. И чё, ну, что-то вот было время, а теперь нет времени у ребят, да? Пилякают новый контент. А я за что топлю? Я топлю не за рюкзак, а за новый контент, ребят. Все правильно. Чем на какие-то ютуберские рюкзаки время тратить, лучше на контент пусть тратят. Серьезно? Да, я от души говорю, серьезно. Контент важнее, чем рюкзак. Самое сложное это медь. Блин, у всех свои уникальные истории выживания, и это круто. Тебе сейчас в моменте медь. Кому-то трансмиссия, кому-то шестеренки. Это и замечательно, да? У всех своя тема. У каждого своя, точнее. Вот все, уже приехали к Альфе, да, ребят? Чуть-чуть вот сюда проезжаем. Танк, да, танк вот, Альфа вниз дальше, да? Чуть-чуть, если вот сейчас... Ну, это уже побольше времени. Это уже, да, другое совсем время. Но если вот сюда сейчас проехать, еще одну точку уникальную заберем. Так? То есть, чтобы максимум вообще запчастей. Блин, честно, я забыл ее, где она. Чтобы максимум запчастей забрать, ребят. Ну, вот этих вот.
Опять же, не забирая альфу, максимум не будет, это понятно. Но альфа, ёп, это вот пол карты, грубо говоря, и времени столько же, 50% тратится на нее. На эту альфу чертову. А дают там 50 этих деталей там за всю альфу, если кусок карты. И чё? И еще больше сотки то, что я сейчас делаю. Я это не сразу допер, ребят, со временем. Из-за своего персонажа я сейчас минималку забираю именно вот таким образом. Иногда вообще вот ворота и, значит, блокпост, да, и чё, и все, и выхожу из игры. То есть это буквально у меня 5 минуток занимает, все, больше нет времени. И нормально, что, чуть-чуть там копится, да, вот. Я сегодня надеялся, значит, взять там 25-й левел. Не, сегодня уже точно не возьмем. Если вы играете с донатом, у вас есть провиантик, ребят, вы можете вообще не играть, не играть, не играть. Потом остается, значит, финальный день, там, последний. 2-3 лучше в запасик, да, чуть-чуть. И вы берете просто и все события проходите за 2-3 дня. Серьезно? Да. Вот так вот. Ну, конечно, блин, это такие риски и риски. А вдруг там чуток не хватит? Все-таки локацию за провиант не бесконечно можно перезагружать, да? 5 раз, если я не ошибаюсь. Но есть такая фишка. Если ты с донатом, то он дает тебе большую свободу, конечно. Можешь забить вообще пока. Не знаю, там последние 5 дней, допустим, условно останется, да? И за последние 5 дней заберешь свою каймановую ферму, как 2x2. А можно вообще взять вот сюда, зайти ее и купить этой репутации. Это понятно, да? Репутация экспедиции Генезис, это ясно. Но если без вот такой, да, прям жести. Я в Джурасике динозавра вырастил. Молодец. Прикольная игра, прикольно. Харди, привет. Стоит брать ферму аллигаторов? Андрей, она забавная. Она за индейк будет давать тебе эту кожу, да, потную. И чё? Смотри сам, Андрюха. Сможешь ты или нет. Котейков прежде всего надо забрать. Что, серьезно? Твою. Котейков надо прежде... Ах ты, падаль. Нет, нет. Не убивайте. Не убивайте. Я не готова я. Котейков прежде всего надо забрать. Ну вот я сейчас, да, заблокировал, ребят. Не хотел и заблокировал. I'm little Drew. Согласен с тобой, согласен. Только пока человек их добывает, жизнь проходит. Каймановая ферма охотничий инстинкт пригодится. Она просто приколюшная. Но вот честно, если ты новичок, среднячок, я бы не брал каймановую ферму, не усирался. Я уже сказал, забираем котят, так? В идеале всех котят. А остальные время и вот эти запчасти тратим на крюки. И дергай, дергай эти чемоданы. Но это надо понимать вот по твоему развитию. Тебе надо из этих чемоданов что-то? Или ты уже перекачался и тебе из них не надо ничего? Бензин это не аргумент вообще. Я про шестеренки, про аккумуляторы, которые там достаются эти, да? Я вот про это. Если тебе из этого ничего не надо, ну тогда забей. Иди к каймановой ферме, иди к топу, как топ. И не надо дергать ничего на болотах. Ну так чисто ради угара, да? Хочешь там поугарать. Средненький уровень. А, ну да. Блин, ел-палы. Так, нам надо сделать этот средний уровень, ребят. У меня вездеходик застрял. Надеюсь, чемоданчик в него положится. И это все-таки 900 очечей, да?
О, кстати, еще взорвать. А зачем? Я не буду взрывать. Котеек. Я уверен, что котеек добавят. Куда? Не знаю куда, но добавят. Мы это проходили уже, ребята, с собакиными. Ротвейлеры, сэр-бернары. Кто там у нас еще? Доберманы. Мы это уже проходили. Котеек либо добавят вообще за геном зараженного, либо просто они будут в наградах сезонов. Удобнее всего за геном зараженного просто сделать еще одну вкладочку. На мой взгляд. Оптимально, быстро, четко, аккуратно. За геном зараженного они появятся. Чем перелопачивать, извините меня, лут событий, который уже стоит и стоит, да? И чё? Представляете, брать события, залазить в него, править это все, добавлять. Зачем? Если можно вот здесь взять сюда и включить. Это решение вообще, этот магазин свежий достаточно. Он был недавно у нас в игре. Поэтому чисто логически котейки появятся за геном. Я считаю, нам только лучше. Ты не получишь бесплатно котейку. Но если сейчас ты укакиваешься, участвуя в событии, потом за геном, это благо. Да? Это облегчение получения их. Но учитывая, что котейка 5 уровня это 40 тысяч очков. Представляете, ребят? 40 тысяч очков. 5-й код. А почему 4-й тогда всего 4000, да? Или сколько там? Ну, чтобы мы уже кайфовали от этой механики, пользовались. Но 5-й достигнуть, вот через события получать котиков, да ты в жизни ее не сделаешь, этого 5-го. Поэтому я думаю, за геном они появятся. Я об этом не говорил, потому что я что-то даже это... Я забыл про геном зараженного. А вот здесь, ребят, в ближнем бою-то, что-то ты не экономишь. Да, есть такое. Очень даже можно экономить. Как? Вот так. Я об этом в ролике говорил. В силу прочности твоего вот этого экстрактора, да, экономим. Очень даже. То есть бьем, когда бьется. Когда уже экстрактор ломать начинают, достаем огнестрел. Симбиоз, да, ближнего боя огнестрела. Так, падаль, ты же меня будешь... Ага. Ага. Ой, ёб. Аж ты падаль. Блинчики. Так, давай это, отвали. Так, теперь мы вынуждены, да, прерваться на рекламную паузу, ребята. Делаем логаут. Почему? Ну, вот так вот, что поделать. Баг. А этот баг просмотрели? Сомневаюсь, ребят, что его просмотрели. Он такой очевидный, он такой элементарный. Раз и готово. Мне кажется, этот баг сразу был ясен. Просто не смогли его сразу исправить и решили, ладно, давай запускаем события, уже все, сроки горят. Что-то типа того. А исправят? Ну, конечно, исправят. Господи, что переживать-то? Просто все равно коты не будут таким важным аспектом, как в гриме. Я с тобой согласен. Здесь ресурсы дает, а в гриме скиллы дает. Это совсем разные вещи. Ребят, да, у нас уже стрим заканчивается, да. Сейчас вот мы буквально только ящички сдадим по красоте. Мне кажется, очень неплохо. Задачу с погрузчиком в транспортном хабе, да, выполнили. Все, взяли эту алюминиевую проволоку. Она бы сама себя не добыла. И тут поучаствовали, вкинули ресурс, который у меня есть. Так еще и репутации ее, да, сейчас накинем. Косарь 900. Мне кажется, очень неплохо.
Да, ребят, если вы вездеход, допустим, еще не собрали, и у вас ограниченный огнестрельчик, куда его тратить? Вот сюда или в коммуну, чтобы забрать трансмиссии? Естественно, в коммуну, чтобы забрать трансмиссии. Ничего себе, 2400. А, стой, ёп, блин, не тебе. Конечно, 24 это в коммуну, чтобы забрать трансмиссию, потому что оно ограничено. Но если вы сможете объединить и в коммуне забрать, и здесь забрать трансмиссию, да, то будет шикарно. Посчитайте по очкам, сколько их получается. Потому что если вы это заберете, но не заберете, допустим, 2 котеек этих, тогда забейте на трансмиссию. В коммуне котеек пока нету. Это все пока выдумки, да, что там появятся они. А вам надо гарантированно, конкретно. И конкретно это здесь. На этой замечательной ноте я прощаюсь с вами, ребят. Огромное спасибо, кто был на стриме. Всем, конечно же, хорошего вечера. Отдельная благодарность в очередной раз нашим модераторам. И всем, кто продолжает поддерживать донатами. Огромное спасибо за поддержку. Увидимся в субботу. Может быть, даже будет мой персонаж, ребят. Почему? Ну, блин, что-то это развивается, а мой персонаж вообще в днище. Не знаю, посмотрим. До субботы. Пока-пока. Если бы Игорь не стал ютубером, кто бы смеялся с ним вечерами, кто бы все будни разрисовал цветом этими странными добрыми снами. Если бы Игорь не стал ютубером, мир был бы тише, чуть серей дворов, но рядом с ним все равно бы музыку чувствовал даже в шуршании старых дворов.